Здравствуйте, друзья! Рада снова с вами встретиться. Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Это видео я посвятила важной теме. Расскажу и покажу, какие сорта и гибриды индетерминантных или полутерминантных томатов, то есть среднерослых и высокорослых помидорчиков, я буду выращивать в этом году. Обзор ультраранних и ранних томатов для теплицы и для открытого грунта я готовила несколько дней. Работа была не из легких, я вам скажу. Поэтому прошу вас поставить лайк и прокомментировать. Для вас это не трудно, а для развития канала очень полезно. Если можно, поделитесь этим видео в соцсетях. Может, и для ваших друзей оно сослужит хорошую службу. Ну что ж, давайте приступим. Под первым номером в моем списке ультраранних сортов томатов для теплиц и к тому же очень вкусных, что, согласитесь, немаловажно, Пиканет F1. Пиканет F1 – это среднерослый, полутерминантный томат для теплиц, ультраранний и красноплодный. Гибрид компании Сингента из Голландии. Растение начинает плодоношение на 53-55 день после высадки рассады на постоянное место. Очень ранний помидорчик. Плоды округло-продолговатые, имеют красивый красный цвет, а на кончике каждого плода есть такой маленький носик, что явно отличает эти томаты от других. Плоды очень быстро наливаются и растут. Вес плода 180-200 грамм. Как раз самое то, самый популярный вес, если томаты продавать на рынке. Помидорчики имеют довольно твердую кожицу, красивого красного цвета, хорошо транспортируются. На 1 квадратном метре можно посадить 3-3,5 штуки растений рассады. Этот томат хорошо выдерживает загущенные посадки, что немаловажно, если вы выращиваете томаты в теплице. Каждый стебель томата формирует 6-8 нормальных полноценных кистей. Растение стабильно развивается, хорошо завязывает плоды даже при низком освещении, а весной, конечно, это наш бич. Формирует и наливает плоды даже в неблагоприятных условиях при низкой температуре, что очень важно для ультраранних томатов. Выращивать такой томат можно и в теплице с обогревом, и без обогрева, а также в теплицах самой разной высоты, от самых низких и до стандартных. Выращивают этот томат в один стебель. В теплице его можно выращивать и в весенне-летний, и в летний-осенний период, то есть в 2 оборота. Растение компактное, высота куста 150-160 см. Его очень удобно выращивать. Плоды очень вкусные. По так называемому сахарно-кислотному индексу по 5-бальной шкале этому томату вполне можно присвоить 4,5-5 баллов. Теперь мой выбор из линейки желтоплодных томатов. Томаты апельсин. Апельсин – среднеранний индетерминантный гибрид оранжевого томата для выращивания и в открытом грунте, и в теплице. Вегетационный период с момента всхода ввиду начала налива плодов составляет примерно 100 дней. Куст имеет высоту около 1,5 метра. Плоды крупные, круглые, желто-оранжевого цвета, по форме напоминают апельсин. Вес каждого спелого желтого помидорчика в пределах 200-300 граммов. Я очень люблю эти томаты, они имеют приятный сладкий вкус и мясистую мякоть. Также эти томаты обладают устойчивостью к вертицеллезному увяданию, альтернариозу, фузариозу и бактериальным инфекциям. Гибрид довольно урожайный, с каждого квадратного метра площади посадки можно собрать около 15 килограммов томатов. Томаты апельсин идеально подходят для употребления в свежем виде. Но я их также использую и для сока. Он имеет невероятно аппетитный вид. Иногда даже заквашиваю. Под 3-м номером мой давний любимчик в сегменте биф-томатов. Big Beef. Томаты Big Beef голландской компании Deruter Seeds – это особые среднеранние высокорослые томаты, так называемые теплично-полевые. Приставка «биф» в названии говорит о том, что это очень мясистые томаты, типа хорошо знакомого нам крупного сортового помидорчика «Воловье сердце». Период вегетации 65-75 дней после высадки рассады на постоянное место. У этого томата необычайно вкусная и сладкая мякоть. Плоды экстра качества, очень большие, имеют прекрасный аромат. Урожайность куста около 4-4,5 кг. Схема посадки 50 на 40.
Я выращиваю Big Beef даже в открытом грунте. Он от этого только выигрывает. Сладкий, ярко-красный, много сахаров и вкуса. Вкус мощный, раскидистый, высотой до 1,80 м, с крупными листьями. Его ни с чем не спутать. На каждой кисти завязывается 4-6 плодов. Растения обычно выращивают в один стебель, но я выращиваю и в 2, чтобы сэкономить на высоте и не потерять урожайность. Конечно, урожай в таком случае немножко задерживается, но это не столь важно. Зато плоды очень крупные, 280-330 грамм, плоско-округлой формы, насыщенно красного цвета. Этот томат устойчив к вертицеллезу и фузариозу, серой пятнистости и к нематоде. Главное правило при выращивании этого сорта томата – хорошей подкормки на стадии выращивания рассады не менее 2 раз и не менее 1 раза в месяц при высадке в открытый грунт, потому что плоды крупные и им нужно хорошее питание. Кроме того, растения обязательно нужно посынковать и регулярно обрабатывать от фитофтороза, потому что у биг-бифа много сахаров, что очень нравится всевозможным микрогрибам, в том числе и фитофторе. Производитель семян рекомендует выращивать Big Beef в обогреваемых теплицах и в открытом грунте, но с обязательной подвязкой. Из томатов Big Beef получается великолепный сладкий томатный сок, густая томатная паста и отличный томатный соус к шашлыкам и мясу. Очень рекомендую. Под 4-м номером еще один желтоплодный красавчик Бенигара F1. Это ранний индетерминантный гибрид оранжевого томата для выращивания в теплице при 1-м и 2-м обороте селекции японской компании Kitana Seeds. Вегетационный период с момента всхода ввиду начала налива плодов составляет примерно 105-110 дней. Растение очень компактное, имеет короткие междоузлия, а на стебле до 8 кистей. Все кисти полноценные. На первых кистях томаты можно собирать уже к 15 мая, если вы, например, посеете семена 3 января и уже 3 марта высадите рассаду в грунт. На каждой кисти формируется 9 полноценных плодов неповторимого янтарного цвета. Масса каждого плода около 100-120 граммов. Растение очень хорошо отзывается на подкормки и поливы, но плоды не растрескиваются, если в почве есть излишняя влага. Для красивого сбора урожая и пополнения ассортимента Бенигара самое то. Следующий в моем списке Rally F1. Я его оценила уже позапрошлом году, случайно продегустировав на местном рынке в начале лета. Томат оказался очень сладким, мясистым, и, несмотря на то, что был выращен в отапливаемой теплице, имел вкус настоящего полевого, нацелованного солнцем помидорчика. Я, конечно, была в восторге и специально снова пошла на рынок, чтобы узнать название сорта этого крупноплодного раннего томата. Как оказалось, это и был Rally F1. Томат Rally красный, крупноплодный, высокорослый, гибрид селекции голландской компании Enzo Zaden. Это надежный, проверенный и высокоурожайный гибрид, лидер среди крупноплодных высокорослых томатов по ранней спелости. Его можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Растение растет очень компактно, легко переносит загущенные посадки и стрессовые условия выращивания. Плоды круглой формы, яркого красного цвета. Масса каждого плода достигает 300-350 грамм. Томаты очень сладкие, вкусные, легко переносят транспортировку на дальние дистанции. Вегетационный период с момента высадки рассады на постоянное место и до начала созревания 55-60 дней. Томаты Ралли – это идеальный выбор, если вы хотите лакомиться сладкими, очень ранними помидорчиками уже в самом начале лета, а также если продаете ранние томаты на рынке, потому что их у вас завались. Теперь перейду к розовоплодным, высокорослым индетерминантным ранним томатам для теплицы. Но некоторые из них также прекрасно себя чувствуют и в открытом грунте. Первый мой любимчик – это Молдова. Томат Молдова F1 – ранний индетерминантный гибрид компании Сингента из Нидерландов. Мой первый опыт выращивания этого томата состоялся прошлым летом и оказался весьма удачным. Розовоплодные томаты Молдова в свежем виде до сих пор еще есть в моем меню.
Правда, осталось там их около десятка, но учитывая, что сегодня на календаре 28 декабря, согласитесь, это серьезное достижение. Индетерминантный томат Молду F1 можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте, поскольку у него очень короткий срок вегетации. Как для розового томата, то Молду хороший выбор для выращивания и в весенне-летний, и в летний-осенний период, в первом и во втором обороте. Растение достаточно высокорослое, имеет короткие междоузлия, облиственность небольшая, а вот плоды завязываются очень интенсивно. Очень урожайный гибрид, который практически ничем не болеет и не боится плохих погодных условий. Период вегетации 80-90 дней от появления всходов, как для розового томата, это очень неплохо. Плоды округло-приплюснутой формы, весом 230-250 грамм. Практически все однородные. Цвет помидорчиков ярко-розовый, мясистая мякоть, сладковатая на вкус. Я выращиваю этот томат для употребления в свежем виде. Он выглядит очень аппетитно. Но можно перерабатывать и на сок, и консервировать, и продавать на местном рынке. Томаты Молду F1 очень презентабельные, хорошо транспортируются и не растрескиваются при излишней влаге. Еще один представитель розовых томатов с отличным вкусом – Honeymoon. Томаты Honeymoon трудно недооценить. Это высокорослые, то есть индетерминантные томаты селекции французской компании Close. Их стоит посадить уже только из-за того, что у них очень сладкий вкус, который напоминает вкус настоящего сахарного мармелада. Вдобавок к своему изумительно сладкому вкусу, эти томаты еще хороши своей высокой урожайностью, ранним сроком созревания до 65 дней от высадки рассады и идеальными плодами розового цвета весом 200-220 грамм. Это очень стрессоустойчивые индетерминантные томаты, которые из-за короткого срока вегетации можно выращивать в двух оборотах, как весной, так и осенью, и в теплице, и в открытом грунте. Они имеют отличные вкусовые качества, яркий розовый цвет, плотную мясистую мякоть и не подвластны фитофторозу. Кроме того, эти томаты отлично транспортируются на большие расстояния. Если вам нравится неординарный цвет и очень сладкий вкус, сделайте свой выбор в пользу томатов Honeymoon. Этот томат – прекрасный представитель для употребления в свежем виде, ну и для реализации на рынке, если вы любите там поторговать. Ну и в завершение моего обзора еще одна новинка – свежий подарок из Франции – томат Конго. Конго или малиновая сливка селекции все той же компании Close. Свежий подарочек продвинутым огородникам. Плоды уникальные, сладкие, вкусные, необычной сливообразной формы, но при этом довольно большие, 160-180 грамм, и очень красивого ярко-розового цвета с коротким носиком. Очень необычный томат. Завязывая 6 кистей, практически каждый цветок затем превращается в большой плод. Высокий уровень завязывания плодов не зависит от погодных условий. Вес каждой кисти около 1,5 кг. На одной кисти обычно завязывается 5-7 больших плодов хорошей плотности, мясистые, мякоть практически без сока. Растение индетерминантное, средне-раннего срока созревания, 65-70 дней от момента высадки рассады на постоянное место. Этот томат можно выращивать и в открытой почве, и в теплице, как отапливаемой, так и без отопления. Хорошо показывает себя и в весеннем, и в осеннем обороте. Из опыта выращивания у огородников есть небольшое замечание. Томат нуждается в полноценных кальциевых листовых подкормках, поскольку часто страдает от вершинной гнили. Поэтому будьте бдительны. Плоды хорошо хранятся и хорошо транспортируются, имеют отличный спрос на рынке свежих овощей. Растение устойчиво в том числе и к кладоспориозу, и к мучнистой росе, и к вертицеллезному увяданию, что, согласитесь, в условиях выращивания в теплице очень немаловажно. Надеюсь, мой обзор ультраранних и ранних сортов томатов для теплицы и открытого грунта будет для вас полезным. Хорошего урожая! Не поленитесь поставить лайк и подписаться на мой канал. Впереди много интересных садовых и огородных обзоров.